Так, всем привет. Начинаем очередной стрим. Немножко рано и немножко с новой заставкой, точнее сказать, без старой. Поэтому напоминаю, что если есть что сказать, пожелать возразить, в первую очередь рекомендую, например, подписаться на Boosty. И все. И предлагать свои вопросы сколько хотите. Или, например, просто переходим на YouTube и пишем свой комментарий. В чате, например, под видео, если идет стрим. И этот комментарий попадает куда-нибудь, например, на экран, где я его читаю. Или вы читаете, без разницы. Точно так же работает во ВКонтакте. Если стрим не идет, то вы можете, опять же, подписаться на Boosty, предлагать вопросы, пожелания, темы, сколько влезет в специальном посте. Если перейдете на Boosty, увидите в самом верху небольшая шапка. В этой шапке написано всякое объяснение того, что, как, где и зачем можно сделать. И там есть ссылки. Например, есть ссылка, как сделать задешево свой личный быстрый VPN-сервис.
Или, например, оставить там свое пожелание, возражение. Я все это прочитаю, добавлю в тему следующего стрима, и все. Ну, собственно, с новинками покончим. Хочется еще немножко поговорить про некоторые предъявы. Например, за последние 2 дня удали себя сам, малолетний дебил. Ну да ладно. Электронную почту заспамили. И кого там еще? Телегу заспамили. Телефон. На телефоне стоит защита, поэтому не знаю. Те же самые альтернативно одаренные или какие-нибудь обычные спамеры, куда звонили, но не дозвонились. Это я сказать не могу. Предъяву предъявляют какую-то, мягко выражаясь, глупую. Почему я одобряю СВО, но почему я 8 лет молчал про то, что бомбили Донбасс? Во-первых, я не одобряю СВО в том виде, как оно идет сейчас. Я уже много-много раз говорил, я считаю, что нужно сначала все разбомбить, сравнять, а потом уже выживших куда-нибудь в спецлагерь и там допрашивать, опрашивать, разговаривать и выяснять, кто, что, где и почему. Лично я не считаю, что есть какие-то русские там. Там есть украинцы, которые считают, что быть с Киевом выгоднее. И есть украинцы, которые считают, что быть с Россией выгоднее. И все. И есть различные альтернативно одаренные люди, которым нравится стрелять. И все. Больше там никого нет. Есть вооруженные силы, но их особо не спрашивают, куда идти. Как поется в песенке, дам приказ ему назад. И все. Я считаю, что да, сейчас там играют в какую-то, смотрите, такой вот классный российский воин-освободитель. Нахрен никому не нужен российский воин-освободитель. Что бы вы там хорошо не делали, всегда будет показано, как, смотрите, мы плохо там все поступаем. Если вдруг не найдется чего-то такого, чтобы показать, вот смотрите, а неплохо, будет придумано отсутствие унитаза в России, срывание объявления с интернета, ну, домой отнесут, дом интернетом попользуются, да. Сбивание российской авиации кастрюлями, баллонами с балкона, прочее шняга. Буча 2, Буча 3, Буча 25, 29, 50 и тому подобное и так далее. Поэтому подъехали к деревне, к городу, к селу, к хутору, к станице. Окружили. Через мегафон
Предупредили, у вас 2, 3, 4 дня. Выйдете, поедем на допрос. Не выйдете, прилетит самолет, сбросит бомбу, сами виноваты. Все. Просто элементарно. Да, ничего хорошего после всего этого про российские вооруженные силы сказано не будет. Ну и что? Вы считаете, что там российские вооруженные силы освобождают русских жителей или предотвращают создание каких-нибудь баз НАТО, вооруженных ядерной бомбой украинцев или еще что-то тому подобное? Вот мне почему-то кажется, что ничего про русских в задачах не стоит. Возможно, я ошибаюсь. Ну а то, что, возвращаясь к первоначальному вопросу, я 8 лет не рассказывал про Донбасс, да всем плевать на ваш Донбасс. 8 лет, 28 лет. Никому не интересно. Все? Ну а теперь переходим к вопросам от донатеров. Первый вопрос, который поступил, сразу же он спровоцировал другой вопрос, уже с моей стороны. Вопрос звучал так. Стрелкова арестовали в Крыму. И у меня появляется вопрос, а с какого хрена оно стало Стрелковым? Да, он там пока прятался. На Украине бегал, руководил и все остальное прочее. То под девичьей маминой фамилией, то под девичьей папиной фамилией прятался. Он Гиркин. И все. И немножко погуглил, выяснилось, что так называемый арест в Крыму не имел общего с реальностью ничего от слова совсем. Гиркину, скорее всего, просто захотелось напомнить о себе. Или кому-то из его друзей захотелось напомнить о Гиркине. Или еще какая-нибудь причина. Кинули фейк, скинули фотографию Гиркина без усов. Весь интернет запостили мусором. Дурик, ты зачем усы сбрил? А ответ от самого Гиркина, причем не в качестве там какого-то видео, еще чего-то, а кто-то другой переписал якобы от него. Да, я обязательно поеду на войну и буду там руководить. Но не сейчас, чуть позже. И отсюда возникает еще один вопрос. А кому он там нахрен нужен? Сказочник-монархист. Пока там не было никаких военкоров, журналистов, еще кого-то тому подобное, писак. Он почему-то, этот Гиркин, захватывал города и все остальное прочее. А сейчас воюет армия.
А Гиркин сидит где-то в цикле и орет, то что смотрите, все проиграли, все похерили. Вот если бы я, то да, я. А так меня нету, значит все, проиграли. Но если ты такой сильный, такой смелый, организуй в Луганске, Донецке, в Херсоне, еще где-нибудь, Рожье, в атаку отмороженных казачков и покажи всей российской армии, как нужно воевать. А то только какие-то писки, визги, что Ми, кто там 6, 8, 6, наверное, или 8. Англичане, спецслужбы за ним носятся, украинские киллеры за ним носятся, все за ним носятся, а он такой вот хоп, идет, и никто его поймать не может. Это напоминает старинный анекдот про неуловимого Джо. Это кто? Это неуловимый Джо. А почему неуловимый? Его что, никто поймать не может? Нет, он просто нахрен никому. Вот и это точно такой же. Нахрен никому не нужен. Ну вот смотрите, вот я могу так, могу это. Всякое могу. Только почему-то не получается сейчас, потом как-нибудь, при случае. Может быть. Ну да ладно, хрен с ним, с Гиркиным. Министерство обороны признало, что в Крыму совершаются диверсии. Сколько их, 2 или 3 произошло. Очередной склад взорвали, и в этот раз никто не курил, окурки не бросал, само по себе не взрывалось, а была диверсия. Ну, я не знаю. Может быть, как-нибудь стоит ужесточить режим, сделать границу понадежнее. Как-нибудь обезопасить территорию Российской Федерации. Или, например, более четко и более явно провести так называемые красные линии. Или, например, признать, что Украина, нанеся диверсионные удары по Курску, Крыму, объявила войну Российской Федерации. И в связи с этим электричество все, газ все, вооруженные силы Российской Федерации со всех сторон, все, включая Беларусь. Почему нет? Санкции объявят, их и так объявят. Пострелять придется, так и так придется. Никто не скажет то, что вот смотрите, какие они хорошие. Ну хорошо, никто не скажет, что от этого кому-то хуже будет. Зима скоро. Сейчас не скажут, подмерзнут, скажут. А так, пора становиться более жестким. Мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Следующий вопрос. Референдумов 11 сентября в ХЛНДР не будет. В Луганске заявили, что референдум по вхождению в Россию будет проведен только тогда, когда полностью Луганская республика будет освобождена от украинцев. С учетом того, что в Луганске живут только украинцы, а украинцы все 100% поголовно, что западные, что восточные, что южные, что северные, являются русскими,
можно предположить, что, скорее всего, немножко подгорает с луганской стороны. Хочется быть каким-нибудь князьком или хотя бы боярином, но может не получиться. Сейчас что-то там идет, какая-то движуха есть, и периодически имена, фамилии всплывают. Этот посетил это, тот посетил то, этот встретился с этим, а тот с тем. И все работают, занимаются. Прям нужные люди. А если когда все закончится, нахрен они там будут нужны? Поставят какого-нибудь чиновника своего. А этих, если у Следственного комитета не будет никаких вопросов, там заслуженный отдых куда-нибудь, мини-губернатор, Ямало-Ненецкий округ, например, или еще куда-нибудь. А так, самый простой способ – это подождать 11 сентября. Или 12. Будет или то, или другое. Обязательно. Ну, там уже все станет ясно. Кто хочет, кто не хочет, кто может, а кто не может. Немножко поднимают вонь по поводу требований компании Apple к программе Рутуба, которые предложили: либо вы удаляете приложение со всех App Store, кроме русского, белорусского и казахстанского, либо мы удаляем, вернее, либо оставляете приложение в App Store этих 3 стран, либо удаляете все государственные каналы. Все дурограмщики сразу же начали писать: смотрите, Apple совсем оборзела, то, все это, как они смеют, где свобода слова. Про какую свободу слова вы говорите? В западном мире уже не 2 пола, не мальчики, не девочки, а еще там сотня другая. Есть всяких альтернативно одаренных. И согласно ихнему варианту свободы слова, все эти пола имеют право на существование. Но в нашей стране это все запрещено, и у нас все по старинке. Есть мальчики, есть девочки. Но тем самым это дает возможность покритиковать и назвать Россию какой-нибудь, например, отсталой, ущербной страной. Потому что у них вот так, а у нас вот по старинке вот это. Как-то так. И App Store — это разве российская компания? Apple — российская компания. Google. Яндекс — российская компания, но даже там порядок навести не могут. А выставляют какие-то требования к Apple, Google, в данном случае к Apple. У них есть своя повестка, согласно которой никаких пропагандистов, выступающих против их точки зрения, их не компании Apple, а той точки зрения, которая идет как главная и правильная, единственная точка зрения у них в мире. Например, Apple могла бы не выдвигать никаких требований, а просто-напросто самостоятельно взять и заблокировать приложение Рутуба. Кстати,
А есть люди, которые по собственной воле, без принуждения, скачивали и оставили у себя это приложение. Мне вот просто интересно, такие люди есть вообще? Я, не скажу, что час, раз в месяц захожу на этот самый Рутуб, смотрю, что там, как там. И ничего не меняется с тех самых времен, когда его только-только сделали. Как он не работал тогда, так он не работает и сейчас. В общем-то, как-то так. Ну да ладно. Если честно, я не понимаю. Компания Apple, у нее есть свой, своя страна, которая руководит данной компанией. Не откровенно, не напрямую делаем экранчик вот такой, а камеры размещаем вот так. Нет. Они решают. Вот вы в своем магазине приложений вот это удаляете, вот это блокируете, а вот это и это всячески продвигают. И никто из руководства компании, скорее всего, не решится возразить против, потому что если он решится возразить против, скорее всего, приедет какие-нибудь налоговые, пожарные, станции и прочие силовые структуры, которые так обнесут все офисы компании, что потом туда никто за километр близко не подойдет, чтобы на всякий случай самого не влететь куда-нибудь, не встрять. Поэтому, да, они вынуждены подчиняться своим правилам. Без разницы. Считают они, что они правы, не считают, что они правы. Без разницы, что они считают. Пришло ценное указание сделать так, и они будут делать так. Придет ценное указание сделать вот это, будут делать вот это. И все. Хотите сделать по-своему, сделайте свою компанию. И руководите ей в точку интереса Российской Федерации. Но если честно, сколько я не видел новых айфонов, не в смысле от компании Apple, а новый телефон, который будет работать лучше, интереснее и все остальное прочее. Все они как-то появлялись и максимум через неделю-две про них все забывают. Сделайте что-нибудь достойное, и все будут этим пользоваться. Сделайте свой магазин, и никто с той стороны не посмеет, не сможет ничего там заблокировать и все остальное и прочее. Но не получается. А если не получается, то остается только чужие решения опукарекивать. Удачи! А тем временем переходим к киносериальной части. Если честно, никакого нового интересного сериала я не смотрел.
Сейчас пересматриваю старинный уже сериал, отечественный, «Участковый метод». Ничего сногсшибательного, ничего особенного интересного, но просто приятно, интересно посмотреть и все. Но тут начали закидывать какими-то ссылками: посмотри вот это кино, посмотри это кино, посмотри то, все. Собрал полсотни ссылок и решил посмотреть, что же мне суют. А совать начали всякое разное. Родные, Донбасс под защитой, то все. Мелитополь свои, Мелитополь не свои, Мариуполь. Такое впечатление, что какой-то больнице выдали пациентам, больница, разумеется, это такой, не переломы, которые лечат, проблемы с головой решают. Выдали пациентам камеры и разослали их: так, езжай туда, езжай сюда. И все фильмы по одному сценарию. Вот смотрите, вот здесь эти гуляли дети, а теперь здесь валяются лепестки. И это лепестки от не роз. Это лепестки разбросали украинские военные, чтобы дети на них наступали и лишались рук, ног. А вот здесь была дорога, по этой дороге ходили автобусы, а потом сюда упали бомбы, и теперь тут даже хромая собака не сможет пробежать. А вот это подвал, в котором сидят наши защитники, которые ночью выходят, пробираются в тылы врага, всех там крушат, режут, так что там все начинают сраться, как только солнышко к горизонту приближается. И вздыхают с облегчением, когда солнышко встает, потому что да, сегодня зарезали, но не меня. Вот если честно, серьезно, кто-нибудь в состоянии посмотреть какое-нибудь такое кино с интересом, с любопытством, от начала до конца, без перерывов на чаепитие, на туалет, на прогулку, поездку, еще что-нибудь. Вот так вот набрался духу, смелости, сел в удобное кресло, включил на большом экране очередное творчество вот этого и сел, посмотрел от начала до конца. Последнее кино, которое я пытался смотреть из этой пачки ссылок: «Родные, Донбасс под защитой». Во-первых, родных там у меня нет. Донбасс под защитой, и именно поэтому каждый день передают новости: сегодня обстреляли это, сегодня обстреляли то, сегодня взорвали тут и сегодня раскидали там. Если это называется под защитой, то я боюсь даже представить, что там было ранее, когда он находился в руках врага. Смотреть больше 10 минут без перерыва это говно невозможно. Я говорю не конкретно про родных Донбасса под защитой, а вообще про все эти Мариуполи, Мелитополи, свои, чужие. Ну, кто-то один снял одно кино, другой посмотрел, а почему он снял, а я не могу. Начал снимать то же самое, но в другом селе. Третий увидел, а почему эти двое сняли кино, деньги сейчас получат, там рекламу и все остальное прочее. Давайте-ка мы тоже сделаем. Что у нас поблизости есть? Вот эти городки. Так, ты делаешь семья этого, а ты делаешь дружбаны этого. Отлично. Идем туда, снимаем это, так, потом перекрестим. Ну, вообще отлично. Будет классно смотреться, наверное. Унылое говно.
Сначала попробовал посмотреть одно, потом другое. Ну, ребята, ну на самом деле, перед тем, как выкидывать это в дураграммы, в интернет и нахваливать, покупать положительные отзывы, рекомендации и все остальное прочее, вы хотя бы сами вот это говно смотрели? Или вы рассчитываете, что, ага, кинотеатры загибаются, американское, европейское кино не попадает на наши кинотеатры, и поэтому там скоро начнут показывать родных Донбасса под защитой. Какой дурак туда пойдет за деньги смотреть это говно? Никто туда на это говно не пойдет. Нет, может быть, сделают какую-нибудь акцию, что вот там будет, кроме показа этого фильма, будет выступать какой-нибудь выдающийся человек, бесплатная раздача пряников, почетных грамот и еще чего-нибудь ценного. Ну, разумеется, в качестве самого главного подарка это просмотр родных Донбасса под защитой. Или еще какого-нибудь аналогичного производства какого-нибудь луганского, донецкого, херсонского синематографа. Если вы ни разу не смотрели, запрещать это смотреть я вам не буду. Хотите посмотреть? Посмотрите. А если не хотите, то лучше не стоит и даже начинать. Более унылого говна еще никогда не снимали. А теперь переходим к распаковке. С распаковками в этот раз будет немного проще. Все уже слышали историю, как хорошие колонки, классный усилитель превратились в кепку-бейсболку и газовый баллон. Ссылку на газовый баллон не дам, потому что магазин, который выслал этот газовый баллон, закончился на Алике. Его больше нет. Или, по крайней мере, нет такого товара. Ну да ладно, вот сейчас посмотрите, как все это распаковывается. Для начала. Вот такая баночка, упаковочка пришла. И начинаем потрошить. Потрошим. И получаем вот такой газ. 400 миллилитров для заправки зажигалок. Коробочку открываем, смотрим, что у нас здесь подходит. Ну, собственно, и все. Посмотрели, как выглядит распаковка. Что можно сказать про этот баллон? Пришел заправленный, целый. Указанный вес
на упаковке соответствует реальному весу. Зажигалки заправляют. Но не все. Хотя нет, эту зажигалку я уже, наверное, вам не покажу. Нет, покажу. Горит, горит. Собственно, все. Но это не зажигалка, это мой фонарь. Так иногда надо чего-нибудь посветить здесь, рядышком под столом, например. Моя зажигалка, которой я пользуюсь, тоже заправился этим самым газом. Все горит нормально. Сколько это стоит на Алике, я сказать не могу, потому что не покупал. Пришел подарок, причем подарок совсем не тот, который ждал. Как-то, ну вот так. Поэтому магазина нету, товара нету. Хотите попробовать, зайдите на Алиэкспресс и напишите газ для зажигалок. Отправлен будет, скорее всего, из России, как и мой. В пятницу сделали место на почте. В понедельник отправили. В среду был уже у меня на руках. Быстро, все хорошо, быстренько. Всем доволен. И теперь ждем бейсбол и сумку. Не знаю зачем. Надо, ну, пригодится. Ну, собственно, и все. Увидимся через 4 дня. Напоминаю, что если подпишетесь на Бусти, то можете задавать сколько угодно вопросов, оставлять какие угодно комментарии. И что им, ну, не знаю, участвовать полной жизнью во всех новинках, событиях в моих стримах. Но если просто хотите воспользоваться разово возможностью задать какой-нибудь вопрос, предложить какую-нибудь тему, донатные ссылки работают. Первая донатная ссылка просто предлагаете тему. Во второй донатной ссылке ваш вопрос будет вот здесь. Поэтому я и рекомендую размещать там какую-нибудь свою рекламу. Вот человек заплатил 100 рублей, и мы будем, ну вернее не будем, уже второй выпуск, читаем его Specs. Если заплатите больше 100 рублей, там появится ваша надпись. Если заплатите больше 500 рублей, ваша надпись появится еще, вернее, ваша запись появится здесь, а ваше имя вот здесь. Ну, в общем, и все. Всем пока и увидимся через 4 дня.